Добрый день! Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Многие мне задают вопросы о зимнем хранении суши, маломедных рамок, как себя чувствуют, не течет ли мед. И я решил снять такое видео, где еще раз показать более подробно о том, как организовано это у меня. Значит, в предыдущем видео я там показывал, что рамки у меня я приспособил под это дело баню, как бы пока не пользуемся ею. Вот, это очень хорошо подошло. Значит, самое главное условие, здесь должно быть сухо, максимально, насколько это возможно. Этого можно добиться только одним. Должна быть хорошая вентиляция. У меня она организована таким образом, что есть приточно-вытяжная вентиляция. Вот я сейчас покажу. Значит, с одной стороны помещения у меня внизу, в самом низу, есть труба, зарешоченная труба диаметром 100 мм. Вот так она выглядит внутри. Вот. И сейчас мы посмотрим снаружи. То есть для приточно-вытяжной вот обязательно, чтобы с одной стороны помещения в самом низу была вот такая, плюс-минус там диаметр может быть разный, труба. Сейчас посмотрим. Вот так вот это отверстие выглядит с наружной стороны. Зарешоченное. Тут придется, это капроновая сеточка, придется на металлическую сменить, потому что здесь попрогрызали ее немножко. Вот так вот она выглядит снаружи. Другая такая же труба у меня под потолком в этом помещении с другой стороны. Вот с другой стороны тоже диаметр 100 мм, тоже зарешоченная, чтобы летом, осенью, когда безвяточный период, пчелки не могли сюда проникнуть, потому что здесь постоянно будет запах меда стоять. Значит, что это нам дает? Такая вентиляция нам дает более-менее сухой воздух, относительно который можно достичь в зимнее время. И вот сейчас мы возьмем несколько рамочек, посмотрим, как эти рамки себя чувствуют. Сушь, маломедные, медовые. Значит, вот берем, допустим, такую рамочку. Вот, и смотрим. Здесь открытый мед закристаллизовался. Вот. Закрытый мед, в принципе, тут тоже практически закристаллизован, но температура здесь около 0 градусов держится, и если сильные морозы, несколько градусов минус, может быть там 2, 3, 4 градуса минус, а так в основном 0 и немножко плюс температура. Не скапывает, не стекает. Такой проблемы, спрашивали меня, задавали вопрос, что капает, не капает. Да, открытый мед набирает немножко влаги. Бывает, что и немножко капает, но это не критично. Сейчас возьмем другую рамочку, посмотрим. Вот такая рамочка. Тут перговая, тут ниже немножко перги есть. Вот тоже перга не плесневеет. В принципе, нормально можно ее будет ставить весной для весеннего развития. Вот здесь такая рамочка. Сейчас еще посмотрим. Вот такая рамочка. То есть относительно, я же говорю, относительно сухой воздух. То есть тут такой проблемы, чтобы сильно набирал мед, открытый мед, влагу, такого нету. Вот. Вот так. Здесь же хранится и сушь. Сейчас я возьму рамочку суши. Вот такая сушь. Вот так вот она выглядит. Вот. Тоже абсолютно сухо, абсолютно нормально. И это уже сейчас практически зима приближается к концу. То есть уже основной зимний период проходит. Вот. Дальше задают вопрос еще такой. Где я храню канди? Как его хранить, сколько он хранится. Значит, канди я храню тоже в этом же помещении. Вот у меня здесь есть место под рамками. Вот здесь я его только дополнительно еще целлофаном оборачиваю, чтобы не так он высыхал. И вот так вот он у меня хранится. Конечно, он застывает, потому что нулевая была и минусовая температура, поэтому, конечно, он застывает здесь. Вот. Но хранится он долго. Так он может... У меня, кроме меда и сахарной пудры, там ничего нет. Поэтому такой канди, он хранится может долго.
Вот. Ну, единственное, что, конечно, он уже ж не жидкий. Вот. Как его там пчелки берут, в предыдущем видео мы показывали. Ну, вот так вот. Такие обязательные условия для хранения суши, хранения маломедок, медоперговых рамочек. То, что я вот еще раз хотел показать.